Здравствуйте, друзья! Эти кадры не фильм и не фантазия. Это наша реальность. Планета пылает, рушится, тонет и содрогается. Сегодня вы увидите, насколько хрупок мир, в котором мы живем. А начнем мы с авиакрушения, произошедшего в США в штате Кентукки. Грузовой самолет MD-11 компании UPS потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. В результате трагедии погибли 3 человека, и еще 11 получили ранения. Инцидент произошел сегодня утром, когда самолет выполнял рейс. По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя во время взлета. В пресс-службе аэропорта подтвердили факт происшествия и объявили о временном закрытии воздушной гавани для всех рейсов. На месте крушения сразу же возник сильный пожар. Полиция Луисвилла призвала жителей, находящихся в радиусе 8 километров от аэропорта, не покидать укрытие и держаться подальше от зоны ЧП. Губернатор штата Кентукки, подтвердивший число жертв и пострадавших на экстренной пресс-конференции, сообщил, что на борту разбившегося самолета не было опасных грузов, которые могли бы привести к экологическим проблемам на месте происшествия. Филиппины сражаются с последствиями мощного тайфуна Калмаеги, который обрушился на центральные регионы страны, вызвал катастрофические наводнения и унес жизни по меньшей мере 58 человек. В наибольшей степени пострадал остров Сибу, где зафиксировано большинство жертв и масштабные разрушения. Власти провинции Сибу объявили режим бедствия, чтобы ускорить выделение экстренных средств. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных эвакуационных центрах. Трагедия усугубилась крушением военного вертолета ВВС Филиппин. Воздушное судно направлялось на гуманитарную миссию для оказания помощи пострадавшим жителям в провинции Агусан-дель-Сур на острове Минданао. Связь с вертолетом была потеряна. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела всех 6 членов экипажа, находившихся на борту. Причины крушения расследуются. По данным официальных лиц, общее число погибших продолжает расти, еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Ущерб от стихии огромен, регион Сибу только недавно начал восстанавливаться после разрушительного землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в конце сентября. Вчера днем мощный торнадо обрушился на сельские районы в окрестностях города Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань. Жители деревень вблизи Вэньчана услышали характерный гул, а затем увидели вращающийся столб пыли и обломков. Торнадо прошел по полям и небольшим поселениям, вырывая с корнем деревья, срывая крыши с домов и переворачивая сельхозтехнику. Сообщается, что обошлось без жертв, но несколько человек получили травмы от летящих обломков. Торнадо повредил более 40 домов, разрушил 12 сараев и теплиц, повалил более 200 кокосовых пальм. Уничтожены посевы риса и бананов на площади около 50 гектаров. Из-за обрыва линии электропередачи без света остались 3 деревни. В Подмосковье девушка в последний момент оттащила пожилую женщину от проходящей электрички на станции Болшево. Как уточняется, пенсионерка находилась на краю платформы в момент прохождения электрички. Девушка, оказавшаяся рядом, успела среагировать и оттащила женщину с путей за несколько секунд до того, как могла бы произойти трагедия. Весь инцидент случайно попал на видео. Молодой человек снимал свою поездку, и его камера запечатлела это спасение. На острове Уайт-Айленд, единственном активном вулканическом острове Новой Зеландии, продолжается повышенная вулканическая активность. По данным службы мониторинга GeoNet и данным, полученным в ходе наблюдательного полета, над островом был замечен столб пепла и газа, поднимающийся на высоту от 400 до 500 метров над уровнем моря и движущийся на юго-восток на расстоянии от 5 до 8 километров. Активность последовала за 2 непродолжительными маломощными извержениями, которые произошли 30 октября и привели к накоплению тонкого слоя пепла на дне главного кратера. Уровень вулканической тревоги на 3-й отметке, что означает небольшое извержение. Авиационный цветовой код вулкана оранжевый, он представляет потенциальную опасность для полетов в этом районе.
В Сан-Франциско, благодаря счастливому стечению обстоятельств и бдительности оператора полицейского дрона, была спасена собака, которая сорвалась с обрыва и застряла на скальном выступе. Пес по кличке Локки сорвался со скалы во время прогулки в районе Форт Фанстон. Животное провело около 20 минут в западне. В это время в районе находился оператор полицейского дрона, который проводил плановое патрулирование. Заметив бедствующее животное с воздуха, он немедленно вызвал на место происшествия спасательную службу. С помощью альпинистского снаряжения спасатели вызволили из западни Локки и передали его счастливому хозяинам. Зафиксирована солнечная вспышка максимального класса мощности X1,8. Событий подобного уровня не отмечалось на Солнце практически 5 месяцев. С 15 июня. Источником вспышки стала активная область 4274, та самая, которая около 2 недель назад, находясь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I Atlas. Вспышка продолжалась около 36 минут с пиком излучения в 20 часов 34 минуты по московскому времени. Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете не ожидается, а возможность касательных воздействий станет понятна после появления математической модели движения солнечной плазмы. Тогда же будет понятно и возможное влияние выброса на магнитосферу Земли. На фоне волны непогоды, обрушившейся на регион Кампания на юге Италии, у берегов Салерновского залива был зафиксирован водяной смерч. Это метеорологическое событие связано с первым мощным ноябрьским атмосферным возмущением. Ранее этот фронт уже затронул северные регионы и Тоскану, а теперь переместился в сторону центральной и южной Италии, принеся с собой локальные ливни и грозы. По данным метеорологов, в регионе Кампания сложились идеальные условия для образования вихрей. Сочетание неустойчивых воздушных масс и высокой влажности над теплой поверхностью моря благоприятствует таким вихрям. Несмотря на внушительные размеры, смерч прошел на расстоянии от берега и не нанес ущерба прибрежной инфраструктуре или судам. Местные власти призывают население к осторожности, так как в регионе сохраняется угроза гроз и сильных дождей. Серьезная авария произошла во время финального этапа автомобильной гонки серии Top Race V6 на автодроме в Буэнос-Айресе. Пилот чудом избежал серьезных травм после того, как его автомобиль на огромной скорости вылетел с трассы и врезался в защитное ограждение. Инцидент произошел на одном из скоростных участков трассы. Несмотря на ужасающий характер дорожно-транспортного происшествия, пилот остался жив и не получил серьезных травм. В Таджикистане наблюдается резкое ухудшение погодных условий, вызванное вторжением холодного атмосферного фронта. Особенно сложная ситуация сложилась на стратегической автомагистрали, соединяющей Душанбе и Худжанд, проходящей через высокогорные перевалы. Прошедший обильный снегопад значительно осложнил движение транспорта на этих участках. Власти и дорожные службы рекомендуют водителям, планирующим поездки по горным маршрутам, быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим. Пока в горных районах Таджикистана ввалил снег, днем в центре Душанбе неожиданно прошел кратковременный, но сильный град. Осадки были размером с горох, сопровождались порывистым ветром и резким понижением температуры. Праздничный фейерверк, запущенный во время свадебного торжества в одном из ресторанов Казыгуртского района Туркестанской области, привел к возгоранию кровли здания. Инцидент произошел в банкетном зале, где проходило торжество. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, произошедшее в момент использования пиротехники. Огонь быстро охватил 30 квадратных метров кровли ресторана. Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов возгорание удалось своевременно локализовать и потушить. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
В понедельник в округе Богор, провинции Западная Ява в Индонезии, произошло частичное обрушение здания Государственной профессиональной средней школы номер 1. Причиной инцидента стали проливной дождь и сильный ветер, обрушившиеся на этот район. В результате происшествия пострадали 44 человека. По имеющимся данным, 39 из них получили травмы легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Обрушившиеся конструкции школьных помещений не выдержали нагрузки дождевой воды, скопившейся на крыше, что привело к внезапному разрушению. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и спасатели. Власти выясняют все обстоятельства инцидента. Ведется оценка повреждения здания. В Мангистауской области Казахстана зафиксирован случай массовой гибели каспийских тюленей. На берегу Каспийского моря обнаружены тела более 100 мертвых животных. Для установления точных причин гибели млекопитающих были собраны необходимые пробы морской воды и биоматериалы. На данный момент информация о причинах мора тюленей отсутствует. Проводятся лабораторные исследования. Каспийский тюлень является единственным млекопитающим Каспийского моря и находится под угрозой исчезновения. Подобные случаи массовой гибели животных регулярно вызывают серьезную обеспокоенность у экологов и властей прибрежных государств. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.